Всем привет! Самые свежие новости на нашем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Президент России Владимир Путин подробно рассказал о переговорах с Киевом в 2022 году. Что произошло после этого и что скрывает Киев? Почему перемирие невозможно в данный момент и последние условия Путина? Послушайте в последнем интервью с Павлом Зарубиным. Так как существует указ Зеленского о запрете переговоров с Россией, то если представить, что такие переговоры идут, начались, значит они будут нелегитимными, а их итоги можно в любой момент назвать незаконными. Это вот произвело большой резонанс. На следующий день уже Зеленский оправдывался. Он говорил, что он не всем запретил переговоры. Себе он якобы оставил такую возможность и говорил так, что он принимал этот указ в условиях, когда под Киевом стояли российские войска, объяснял это тем, что якобы нужно было бороться с сепаратизмом, превентивно бороться с возможными какими-то теневыми переговорами по разным линиям и каналам с Россией. И вот он завершил эту свою речь тем, что я лидер переговоров, а остальными я переговоры запретил. Вот как вам такая реакция? Переговоры, это, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему, люди в ЛНР и ЛДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда, и все. На этом все закончится. Никаких боевых действий, никакой войны. Нет, будем воевать, но, тем не менее, на переговоры сразу же согласились. Это было еще в конце февраля 2022 года. Потом начались контакты и встречи в Белоруссии. Потом мы переехали в Стамбул. Что там происходило? Где-то в конце марта мы получили бумагу из Киева. Кстати говоря, вот как раз с подписью главы переговорной группы Украины, господина Арахамия. И именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. И это состоялось 15 апреля. Но до этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор, как один из коллег выразился, я уже говорил, по-моему, называл его даже, с пистолетом у виска. Я говорю, да, хорошо, и что надо сделать? Нужно отвести войска от Киева. Для нас, в принципе, было ясно, что обман вполне возможен. Так на протяжении десятилетий Россию обманывали, говорили одно, делали совершенно другое. Тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это согласились. И в конце марта начали вывод войск из-под Киева. Двумя направлениями, двумя колоннами. 4 апреля вывод был закончен. Часть войск ушла через Белоруссию, а часть прямо на территорию Российской Федерации. 4 апреля был закончен вывод. А бумага, которую мы согласовали в Стамбуле, была сверстана 15 апреля. Тогда, когда войск российских у Киева уже не было. И практически в этот же день, хотя там были вещи, которые были спорными, и МИД на это указывал, и ряд наших других органов власти, тем не менее, я согласился с тем, что мы готовы реализовать этот документ. И прямо 15 вечером или 16 мы передали в Киев о том, что мы согласны дорабатывать подписывать этот документ. Дорабатывать там было уже практически нечего. Там был только один момент.
который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим. Но вдруг из Киева поступила информация о том, что им нужно посоветоваться со своими союзниками, и они берут недельную паузу. Ну вот, они посоветовались. Как известно, приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании. Наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином Байденом и уговорили украинцев продолжать войну. А, собственно говоря, этого никто не скрывает, и сами украинские чиновники, причем достаточно высокого ранга, прямо публично об этом потом и сказали. Да и руководство Великобритании это не скрывает, тоже говорит об этом открыто. Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну. Ну, честно говоря, мы сразу получили сигнал из Киева, как нам сказали тогда, теперь будем воевать до последнего украинцами. Вот пока или мы вас, или вы нас, в общем, будем воевать. Они приняли решение не подписывать мирных соглашений. Но, повторю еще раз, 4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было, а соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. А указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября. То есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения. Поэтому говорить о том, что запрет на переговоры был введен, когда российские войска стали под Киевом, ну, совершенно некорректно. И как бы по таким серьезным вопросам так вот пытаться вводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество, ну, минимум некорректно. Но это просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело. Если Зеленский говорит, что с ним можно вести переговоры, ну, дает понять, с ним можно вести переговоры, на ваш взгляд? Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут с ним эти переговоры вести, пожалуйста. Вопрос в окончательном подписании документов. Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную длительную историческую перспективу. И здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено. Но в соответствии с Конституцией Украины, президент Украины в условиях, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На продление полномочий имеет право только представительный орган власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только 5 лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады. Но если есть желание вести переговоры и найти компромиссное решение, пусть ведут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам. Но вот с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения. И декрет они должны отменить о запрете переговоров, да? Ну да, если сейчас мы начнем вести переговоры, то они будут нелегитимны. Здесь есть, правда, я об этом не говорю, не говорил, скажу. Есть, правда, проблема. Почему? Потому что когда нынешний глава режима, так сегодня только его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем.
засада в чем, понимаете, ловушка. Но в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридический способ есть. Пожалуйста, пускай там в соответствии с Конституцией это сделает председатель Рады. Если есть желание, можно закрыть любой вопрос юридического характера. Ну, пока мы такого желания просто не видим. Ну, я думаю, что его спонсоры западные, они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц, полтора-два. Да. В этом смысле суверенитет Украины, он почти нулевой. Так что если желание у их западных спонсоров добиться мира, путь очень простой. Я когда-то и Байдену об этом тоже посылал соответствующий сигнал. Есть желание, все, пожалуйста. И тогда они быстро найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера. В том числе и отменить этот указ о запрете переговоров. У меня пока все. Всем спасибо и до встречи.